Ты чего? Ну, ты... Ты чего с оттяжкой бьешь? А ты не дергайся. Грубый ты че, Агафон? Животное. Чего? Как тебе только барин терпит. Ну, говоришь, 16, 17. Звонят. Не сбивай со счета. 18. 18 было? Ну, тогда 18. Добрый вечер, господин профессор. А? Добрый вечер. Ползет. Ну, ты что, заснул, что ли? Ну да, с вами поспишь. Карты да деньги надо играть. Нет у нас денег пока. Что? Ничего. Ну, не турно. Браво, 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 браво. Ну, схимник, много наколдовал? Есть немножко. Молодец, как мой концерт? Да ничего, движется. Движется, молодец, работай, работай. Так жизнь не пройдет. Это, конечно, из клуба. Как ты догадался? А я смышленый. Смышленый? Угу. Я мешать не буду. Ну, я на минуту. Мне самому еще Бетховена учить надо. Угу. Хорошее настроение, я вижу. Потом расскажу. Ну, покажи, что у тебя там дальше? Николай Григорьевич, я, пожалуй, не смогу это сделать уже и потом... Что с тобой? Коля! Что с тобой? Ты представляешь, что было в клубе? Ну? У меня на руках 3 дамы и валет. Так. Я блефую. А князь проигрывает. Я опять блефую, он опять проигрывает. Ну, прости, пожалуйста, прости, я отвлек тебя, прости, пожалуйста. Я слушаю. Николай Григорьевич. Играй. Николай Григорьевич, понимаешь, Ну. я не стану при тебе играть. Здесь нужны твои руки. Пожалуйста. Так, да? А не валяй Красиво. дурака. Красиво. Каденция. Угу. Ерунда какая-то получается. Почему? Ну, так неудобно написано. Зачем писать расходящиеся октавы, когда гораздо удобнее играть в параллельных? Смотри. О, так же удобнее. Николай Григорьевич, ну побойся Бога. О каком удобстве ты говоришь? Это же музыка. Музыка? А ты подумал, кто твою гениальную музыку будет исполнять? Ты сейчас носно сыграл. Я? Спасибо.
Ну, спасибо. Так-то я, а другой себе надо пальцы сломает. Петюша, знаешь что? Это надо исправить на параллельные октавочки. О, Не надо, я не хочу. что, не хочешь? Ты не хочешь, чтобы я играл твой первый концерт, не хочешь? Нет, я не хочу его исправлять. А в таком виде я его играть не буду. О, пардон. Воля ваша. Сыграет кто-нибудь другой. Другой? Этого никто никогда играть не будет. Кто так пишет для пианистов, Петя? Я пишу совсем не для пианистов. Я пишу музыку для публики, которой играешь и ты. И потом, почему я должен писать, как кто-то когда-то, видите ли, уже удобно и привычно написал? Хорошо ли, худо ли пишу? Ну, пишу как могу, как слышал я Чайковский. Чайковский? А кто такой Чайковский? Ты что, Брамс? Лист? Позвольте спросить, сударь, а что вы написали? Две оперы, которые с треском провалились. Десяток романсов. Ты меня извини, но в России романсы только извозчики не пишут. Что ж ты молчишь, а? Ну, шутки в сторону. Я говорю серьезно. Я забочусь о популярности твоего концерта. Ты слышишь, нет? Мне славы не надо. Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Петя! Хорошо. Но запомни, этого никто никогда играть не будет. Это я говорю тебе, Рубинштейн. Нашел место, куда базу ставить, болван. А вам куда ни поставь, все одно свалите. Вот как надо писать, молодой человек. Совсем не обязательно. Можно и так. Директор сахарного завода граф Сцепио заявляет, что при нынешнем посеве свекловицы снова ожидается убыток в 200 тысяч рублей. Не надоел этот съездный мошенник. 12-го. Сообщите, что я более не нуждаюсь в ее услугах. Из канцелярии Министерства финансов ответ с отказом правительства купить Любава-Роменскую дорогу. Удивляюсь глупости правительства. Прибыл господин Пахульский. Как ваше имя, отчество, господин Пахульский? Владислав Альбертович. Моя дочь Юлия. Ваш багаж в экипаже? Мой багаж при мне. Напомню вам условия. Вы будете играть в моем трио, но музыка должна быть соединена со службой.
Вы будете читать мне вслух, играть с мной в крокет на бильярде, сопровождать на прогулках. Жалование 100 рублей в месяц, на всем готово. Ну, и если мы сойдемся, то поездки за границу, что должно быть интересно для вас, как человека развитого. Отправьте в банк и велите заложить коляску. Слушаюсь. Подходят вам эти мои условия? Вы очень добры, мадам. А как это вас отпустил консерваторский деспот господин Рубинштейн? Николай Григорьевич приказал кланяться вам. И только? Не поверю. Он сказал, поступай, как знаешь. А потом добавил, что не советует мне принимать место. Потому что это очень скучно делать то, чего не хочешь. Не всегда иметь возможность сделать то, что хочешь. Владислав Альбертович, вы когда-нибудь видели службу, на которой никогда бы не приходилось делать того, чего не хочешь? Юлия, пойди взгляни, готова ли комната для господина Пахульского? Хорошо, мама. Я послушаю вас вечером, когда вернусь. Кстати, у кого вы учились? По классу скрипки у профессора Гажемали. По композиции у Чайковского. Вот из Чайковского вы мне и сыграете. Mesdames, Messieurs. Я очень-очень счастлива, что я снова в Москве. Я никогда не забуду московскую публику. Я хочу спеть для вас романс господина Чайковского. Покрывала черты.
Карету госпожи фон Мак! Карету госпожи фон Мак! Пошли. Что же помешало им соединить свои судьбы? Наверное, не могу сказать. Но молва приписывает расстройство этого брака Николаю Григорьевичу. Он обладает таким громадным влиянием на господина Чайковского. Вся музыкальная Москва у него под пятой. А с Петром Ильичем они большие друзья. Как Дезирета постарела, подурнела, а? Какой поразительный голос. Голос, да. Но и таскался бы ты за этим голосом по всем закоулкам Европы. Хватит с нас и господина Тургенева, всего мадам. Правда. Мне еще потомки спасибо скажут, что я сохранил для России волю Чайковского. А пока ты мне скажи спасибо. Как бы не я, быть бы тебе на месте ее супруга, этого болвана, подделы. Ну, скажи спасибо. Спасибо. Не за что. Останови. Ты что? Мне что-то не может. Поезжай в клуб один. Постой, я тебя не пущу. Пошел. Оставь меня, я не музыкальный инструмент. Я человек, взрослый человек, черт побери. И позволь мне, наконец, самому распоряжаться собой. Я теперь хочу остаться один, пошел!
Леша, не спи. Пожалуйста, посиди со мной. Страшно мне. Все хорошо. Можешь идти? Посмотрите, что пишет Хорош. В Лебедином озере, как и везде, проявился обычный недостаток господина Чайковского. Бедность творческой фантазии. И как следствие это однообразие тем и мелодий. До чего стоит одна эта тема? Та-та-ра-ра-ра-ра. Здравствуйте, господин профессор. Мне очень лестно, что вы еще помните меня. Конечно, конечно. Ну, что вы? Где вы? Увы. Обстоятельства не позволили мне закончить курс, и я вынужден был поступить на службу. Госпожа фон Мэг. Как фон Мэг? Это не та ли самая фон Мэг, которой я недавно сделал фортепианное приложение за отлично? Совершенно верно. Так, может быть, не знаете ли вы, почему она до сих пор... Очень кстати. Потому что я, признаться, думал, что... Альберт... Владислав Альбертович. Владислав Альбертович, она что, из немцев, фон Мэг? Нет, это фамилия ее покойного мужа, а сама она урожденная Фроловская. Ага. Здесь нет никакой ошибки, здесь какая-то баснословная сумма. Именно поэтому Надежда Филаретовна и не отправила чек по почте, а попросила меня передать его вам лично. Вы поверьте, что это не прихоть богатой меценатки, а поступок человека, который искренне уважает ваш труд. Ваше имя, господин профессор, в этом доме произносится с величайшим уважением и любовью. А о вашей музыке говорят как о лучшем, что было создано в России. Должен вам сказать, что всем доверием, которым я пользуюсь у Надежды Филаретовны, я целиком и полностью обязан тому счастливому обстоятельству, что когда-то был вашим учеником. Она часто расспрашивает меня о вас, о вашей жизни, вещах, привычках. Ей интересно знать о вас буквально все. Зачем? Надежда Филаретовна еще поручила мне попросить у вас фотографию. Если можно, с дарственной надписью. Мою? Милостивая государыня, Надежда Филаретовна, позвольте вас поблагодарить за более чем роскошное вознаграждение столь небольшого труда. Для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, которому принадлежите и вы, так искренне и тепло любящее наше искусство. Искренне вам преданный и уважающий Петр Чайковский.
Алеша, ты Пушкина, Евгений Онегин читал? Ну как же, читали. Ну и про что это? Про любовь несчастную. Расскажи мне. У барина одного 2 дочки жили. Татьяна, Оленька. Все хохотала, хохотала. Смешливая была. Очень. Вот из-за нее он его и убил. Кто? Кого? А Евгений Онегин. Этого... Забыл фамилию. А она... Возьми и отпиши ему письмо. Кто она? Татьяна. Влюбилась в него. Так и так, мол, люблю и жить без вас не могу. Она-то. Ну, а он? Да кто он-то? Евгений Онегин. Алеша, ты что, уснул там, что ли? Почему уснул? Вспоминаю. Странный он какой-то. Все, говорит, 3 карты, 3 карты. А потом спился. Keep
Сомнения нет, влюблен, как мальчик, полный страсти юной. Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде ушу волшебный яд желаний, упьюсь несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, образ желанный, дорогой. Везде, везде он предо мною. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Особливо, когда тихо. Хорошо, как-то жалостливо получается. Потому как громко Николай Григорьевич лучше играет. А что именно тебе нравится? Мне? Да, какой кусочек? Это вот... Ну, ты напой его. Напой. Как ты коварный искуситель. Так. Леша. Я очень рад, что тебе нравится моя музыка. Я тебе должен прямо сказать, с твоим слухом нужно быть музыкальным критиком. Как прикажете. Пойдем обедать. Это что такое? Письмо вам. Кого? Фонет? От Милюковой какой-то. Кого? Ну что, что-нибудь должны? Да вроде нет. Духами пахнет. Вот. Ну, что? Вот дрожь ударил. Дорогой мой Петр Ильич, я знаю, что нехорошо, стыдно порядочной девушке первой писать мужчине, но я не могу без вас жить и поняла, что люблю вас, как никого еще не любила. Татьяна Онегина. Да. Когда я училась в консерватории игре на фортепиане, то всегда любовалась вами издаля, не смея подойти. Может, она кривая или горбатая какая. Я умираю с тоски и горю. Это еще и посмотреть ее надо. Желанием видеть вас, сидеть, говорить с вами. Жить без вас не могу, потому скоро, может быть, покончу с собой. Господи, Боже мой. Так дайте же мне посмотреть на вас и поцеловать вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй.
ты меня сюда привез? Чего мы здесь ждем? Не понимаю совершенно. Сейчас. Мы только посмотрим ее, и все. А чего же она не идет? Сам удивляюсь. Она вроде как больше 2 часов после обеда никогда не спит. Петр Ильич, матушка у нее, домик в деревне, землицы несколько и лесок. Они все мечтают продать. Ладно, поехали отсюда. Сейчас. Точно иначе, как террористы. Ищут, кого бы им вон спрятать. Вышла. И идет. Куда? Сюда? Нет, вот, вон она. Даже взглянуть. Погоди. Что ж ты, Алёша? Она закрылась зонтиком. Я не вижу ее лица. Федор Ильич, есть у нее лицо. И все есть. Скажи этому кучеру, чтоб ехал за ней. Трогай. Не двигаться. Вы арестованы. Так. Стало быть, вы утверждаете, что наняли карету и прибыли во 2-й Коровий переулок, чтобы... Как-то вы давеча сказали... С тем, чтобы посмотреть на одну молодую особу. Предмет сердечной склонности одного моего приятеля. Одна особа, один приятель, а потом и губернатор Одесский. Говорите правду. Это я. Что я? Приятель, это я. Так, чей приятель? Фамилия? Чайковский. Петр Ильич. Погодите. Вы же говорили, что это ваша фамилия. Боже мой. Ну вот что. Отправлю-ка я вас в жандармское управление. Вот там про вас все узнают. Я уже и так вам говорю. Всю правду. Это я сам хотел посмотреть на эту молодую особу. Так, какую особу? Ну, для меня это крайне важно. Так, уверяю вас. Допустим. Ну, а то, что вы профессор Московской консерватории, это тоже правда? Ну, конечно. Не сходится. Ну, разве сами не видите? Ну, почему не сходится? Так что разрешите доложить. Они действительно господин профессор Чайковский. А это малое их услужение. Ну, вы меня приняли бог весть за кого. Извините, господин профессор. Но войдите в наше положение. Ведь время нынче какое беспокойное. С виду-то и не угадаешь. Ведь революционеры откуда берутся? Из господ и студентов. Ну, из благородного сословия, одним словом. Ладно. А что, я действительно похож на революционера? Посвящается моему лучшему другу. Я знаю, Надежда Филаретовна, что вы никогда не соглашались на посвящение вам пьес. Если вам неприятно, чтобы ваше имя стояло на заглаве симфонии, то я могу написать просто. Посвящается моему лучшему другу. Пусть вы и я одни будем знать, кому посвящена симфония. А еще хочу сообщить вам, что я самым неожиданным для себя образом женился. Не могу сейчас точно сказать вам, счастлив ли я, но видит Бог, что я исполнен относительно подруги моей жизни самых лучших намерений.
Здравствуйте, Владислав Альбертович. Здравствуйте. Как съездили? Хорошо. И привез вам потрясающую новость. Да. Петр Ильич женился. Я знаю. В Москве все были крайне потрясены. Петр Ильич даже Рубинштейну ничего не сказал. На венчании, говорят, присутствовал только кто-то из его братьев. И молодые уехали неизвестно куда. Вот это жаль. Я хотела бы поздравить Петра Ильича. А что из себя представляет его жена? А неизвестно только, что она некоторое время занималась в консерватории. Профессор Лангер с трудом припомнил ее и сказал, что она дура. Вы, конечно, охотно этому поверили. А почему вы решили, что этот ваш профессор Лангер умнее и проницательнее, чем Петр Ильич? Да неужели Петр Ильич с его деликатной способностью чувств не в состоянии отличить существо тонкое и одухотворенное? Вы меня очень удивили, Владислав Альбертович. Простите меня, но я, собственно, только пересказал. Никогда не пересказывайте мне сплетен. Если хотите знать, ум для женщины не самое главное. Если она действительно любит Петра Ильича, если ему с ней будет спокойно и хорошо, мы все должны этому только радоваться. Уже та самая Татьяна, которой я наедине в глухой далекой стороне, в благом пылу нравоучения читал когда-то наставления. Сомнения нет, влюблен как мальчик, полный страсти юной. Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде душу волшебный яд желаний, упьюсь несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, образ желанный, дорогой. Везде, везде он предо мною. О, не гони меня, ты любишь, и не оставлю я тебя. Ты жизнь свою напрасно сгубишь, что воля неба ты моя. Вся жизнь твоя была залогом соединения со мной. Не знай, тебе я послан Богом, до гроба я хранитель твой. Не можешь ты меня отринуть, ты для меня должна погинуть. Постылый дом и шумный свет, другой дороги нет. Стоп, 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 стоп. О, Господи. Разве так обнимает любимую женщину? Это же торжество вашей любви. Счастливый конец. Что вы делаете? Давайте еще раз. Давайте. Приготовились. Что такое? Петя? Господа, Петр, где ты пропадал? Здравствуй, Коля. Здравствуй. Извини, пожалуйста. Здравствуйте. Это ложь. Пушкин прав, счастливого конца быть не может.
Не может быть. Быть. Антонина Ивановна беспокоится. Когда не произноси при мне твое имя, не слышишь? Никогда. Это вас вино играет. Господи, зачем вы только пьете? Вот так. Петр Ильич, пойдемте домой. Не ходи за мной. А не то побью. Вот так. Господи. Господа, молодые! О, наконец! Петр Петрович. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Кашкин. Ну, дорогой. Мы все приехали сюда, девицы, дамы, господа, посмотреть, как хороша она. Какой чудесный этот миг, ты, Петя, муж, а не жених, покажи нам, Белла Антонина. Вироза, 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 Белла Антонина. Вироза, 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 Белла Антонина. Петя, что с вами? Боюсь за свой желудок. Можно вам еще один растягач? Вы любите мучное? Антонина Ивановна любит мучное. А почему вы бросили музыкальный класс? Антонина Ивановна много чувства, но она не уверена в своих способностях, а посредственностью быть не захотела. Разумно, разумно. Хозяйку и хозяина этого дома, которые почили нас своим вниманием. Спасибо, Петр Ильич. Антонина. Как вам, Антонина Ивановна? Ну что же, мила. Мила. Признаться, я не ожидал от Петра Ильича такой прытьи. Герман Августович, а зачем вы все Петечку в газетах ругаете? Петя, поздравляю. Больше не буду.
Позвольте спросить, а какая музыка вам больше всего нравится? Музыка? Ну, конечно, Петечкина тоже, но и другая тоже. А из новинок мне больше всего нравится «Тигренок». Правда чудесно? Ну, хватит, больно же. Чему вы смеетесь? Ну, Петечка же. Как он сидит мне на ножку, а Прошу внимания, предлагаю тост. Мы все давно знаем, уважаем и любим нашего Петра Ильича. Но разве могут сравниться наши чувства с той любовью, которую дарит Петру Ильичу очаровательная Антонина Ивановна? И да послужит эта любовь новым вдохновением для творчества. И пусть гармония двух сердец родит новые гармонии в музыке, которую
Батюшки, батюшки, да что же там? Что же такое? Сейчас. Николай Григорьевич! Нехорошо. Да никак нехорошо. Бог-то осудит. Бог-то осудит. Не доглядел. Ах, дурак. Не доглядел я, Петра Ильича. Петя, что с тобой? Я туда не пойду. Агафон, коньяку. Беги за доктором. Петя. Петя. Я же просила не беспокоить меня. Виноват. Там господин Рубинштейн приехали. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Что случилось? Успокойтесь, ради бога, ничего не случилось. Я приехал, чтобы поговорить с вами о Петре Ильиче. Да-да, прошу вас. Я вас слушаю. Видите ли, Петр Ильич просил меня похлопотать о разводе. Я говорил с этой особой. Сначала она заупрямилась, а потом запросила 10 000 рублей. Должен вам сказать, что ни у Петра Ильича, ни у нас, его друзей, таких денег никогда не было и не будет. Поэтому я набрался дерзости. Петр Ильич избавится от этого несчастья? Разумеется. Боже, как просто. Что с вами? Ах, Николай Григорьевич, вы не представляете, что значит для меня Петр Ильич. Вернее, его музыка. Когда я слушаю ее, мне хочется плакать. Хочется умереть от невыразимой тоски. И хочется отрываться от нее, потому что находишь в этой тоске свои высшие способности, которые обыденная жизнь убивает ежедневно, ежечасно. Вы, наверное, думаете, сейчас дурит барыня. Сумасбродничает миллионерша. Ну что я видела, Николай Григорьевич? Я ведь родилась не в богатстве. Было время, когда я кормила 3 детей и мужа на 20 копеек в день. Меня выдали замуж в 16 лет. И лучшие годы ушли на глупых бон, нянек, корек, коклюшек. Еще приходилось заниматься делами мужа, потому что он был не очень силен в них и слаб характером. Но это все сфера материальная, а я всю жизнь тосковала по идеалу, по настоящей духовной близости. И вот теперь, когда я нашла ее, я никому ее не уступлю. Я все сделаю, чтобы Петр Ильич был свободен, счастлив и мог спокойно работать. Надежда Филаретовна,
Вы удивительный человек. Я преклоняюсь перед вами. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, так, успехи? Да так. Почему так? Да тут место трудное. Трудное? Неудобно написано. Неудобно? Расходящиеся октавы. А ведь удобнее было бы параллельно. Что с вами, Николай Григорьевич? Ничего. Еще не умираю. Молодой человек, Петр Ильич написал это не для удобства нерадивых исполнителей. Не обижайтесь. Вот послушайте, как я буду играть этот концерт в четверг в Париже. И запомните, этот концерт будет любимым произведением пианистов. Это я вам говорю. Рубинштейн.
Всем покойного. Я знаю, вы теперь при деньгах, так угостите старого приятеля. Тут есть неплохое кафе. А я накрепко засел в Париж. Так сказать, в плену больших бульваров. Дико подумать. Был громкий, большой, бурный человек. Любил жить, царил деньгами. Разрешал женщинам целовать руки. Шумел на весь свет. И вдруг шит пустое место. Ничего не остается от музыкантов. Это неверно. Остается память, школа, ученики, последователи. Все это новое, что он привнес. Утешайтесь, мой друг. Последователи, школа, ученики. Да Николай Григорьевич всех бы скопом отдал за один день жизни. Да и я точно так же поступил со своими статейками, да и вы. Со своими сочинениями. С написанными, возможно, да. Но с теми, что впереди, нет. Рассчитываете создать нечто, что осилит смерть. M'acheter un tapis? Regardez. Non, c'est pas. Tenez, celui-là, pas cher. Нет, non, c'est pas. Et celui-là, c'est américain de bonne qualité. Regardez. Ну, я же тебе говорю, non, c'est pas. Non. Viens. Иди. Чего? Ça va? Ça va. Ça va? S'il vous plaît, mon enfant. Voici Pierre, mon ami Риус. Bonjour, monsieur. Замаш. Это моя Манюня, она же Тереза. Не бойся, она по-русски не понимает ни бум-бум. Boum-boum? Qu'est-ce que c'est, boum-boum? Ой, ля-ля. Oh, tu te sens bien? Bien. Ну, за раба Божию, Николая. Герман, что с вами сталось? Зачем вам Париж, бульвары и все это? Простите. А чем вам не нравится моя Манюня? Чем, собственно, она принципиально отличается от вашей фон Мэг? Ой, простите, у нее нет таких денег. Не старайтесь обидеть меня, сегодня это не получится. И вы могли бы отложить до завтра. Я никогда не видел госпожу фон Мэг, и никогда ее не увижу. Вы это прекрасно знаете. Понимаю. Куда, Антон Беатрич? Excusez-moi, madame. Faites donc. С вашим-то умом. Арвар, мадам. Возвращайтесь в Россию. Прошу вас. Алёша. Кошей! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputés? Il est fâché contre toi? Dis-moi ce qui s'est passé. Mais parle-moi, tu ne veux rien dire? Все хорошо. Oh, mon chéri. Люблю этот город. Люблю хотя бы за то, что, живя в нем, испытываю постоянную тоску по России. Да. В виде отдыха я люблю путешествовать за границей, но жить могу только в России. Вы счастливец. А вот русского писателя Ивана Тургенева, возможно, повезут в Россию, как бедного Николая Григорьевича. Заколоченным в ящике в багажном вагоне. А как бы хотелось домой.
чтобы своими глазами видеть все, что там происходит. Дома, Иван Сергеевич, у нас неладно. Убить государя-императора. Боже мой. Боже мой, что стало с нашей молодежью? Петр Ильич, я согласен, что это ужасно. Но террористы действовали с самых чистых, самых высоких гражданских побуждений. Как можно совместить чистоту и кровь? Иван Сергеевич, о чем вы говорите? Петр Ильич, а может быть, мы стоим перед порогом, через который нам с вами трудно перешагнуть? А новое поколение, может быть, видит за этим порогом нечто такое, перед чем отступает вся моя писательская фантазия. Qu'est-ce que je t'avais dit? Dieu nous a donné le jour, Dieu va nous donner la nourriture. Ce sont des Russes. Tu vas voir comment je vais les faire mordre. Et comment tu vois que c'est les Russes? J'ai l'œil pour ces gens-là. Tu vas voir comment je vais les apporter. Ouais. Votre Excellence, ayez pitié d'un pauvre infirme de guerre, vous voyez, je suis mal en point, blessé. Насипа, Бог подаст. Иди. Merci, monsieur. Oh, dis donc, de quoi que tu te mêles? Tu vas pas me faucher ma pièce, non? Qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds? Mêle-toi un peu, pognon, Julien, moi je m'en vais. Non, mais on n'a jamais vu une qu'est-ce que tu viens là? Va donc, на себя посмотри, рыло! Просто ума не приложу. Кто теперь заменит Николая Григорьевича в консерватории? А что консерватория? Осиротела вся музыкальная Москва. Петр Ильич, а если бы вам предложили взять на себя эту заботу? Ну, бог с вами, Иван Сергеевич, не мое это дело. По-моему, теперь это прямой ваш долг. Покойный Николай Григорьевич тоже часто упрекал мне якобы в отсутствии чувства общественного долга. У меня нет никакого характера говорить с людьми. Настаивать, убеждать, требовать. Не могу я это. Вот сейчас у меня премьера «Орлеанских дел» в Петербурге. А я нарочно остался здесь на несколько дней, чтобы избежать всей этой суматохи. А как вы считаете, Петр Ильич, удалось вам «Орлеанское дело»? Из всего того, что я написал до сих пор, это самое лучшее. Что ж ты остановился? Читай дальше. А что читать-то? Ругаются опять? Вот прекрасно, послушаем, как они нас ругают. Читай. Если вам угодно эти глупости, извольте. «Орлеанское дело» — слабейшая опера Чайковского. Особенно неприятны мелкость и незначительность музыкальных форм. Темы поражают своим ничтожеством, бескусицей, мессианской сентиментальностью. Петр Ильич, посмотрите, как интересно. Лицо, увлеченное в краже мыла, обязано немедленно и полностью измылить его на самом себе. Отдай мои пенсне. Откуда я знаю, где ваш пенсне? Попробуй читать без очков. Так я вам позволил глаза портить. Как ты смеешь? А вот так. А не нравится, выгоняйте со службы. Одни дураки пишут, а другие... Попробовали они сочинить музыку. Еще неизвестно, чтоб я про них написал.
принимайте это близко к сердцу, милый Петр Ильич. Что вам суд мелких, злобных, завистливых людишек? Вы же прекрасно знаете, что вы великий композитор, и ваша музыка будет жить долго. Нет, Надежда Федоровна, видно, и в самом деле песенка моя спец. Писать, как раньше, я уже не могу, а по-новому не умею. Иногда кажется, что вот-вот набредешь на тропинку, которая приведет тебя к чему-то новому. А в результате опять тупик. Это минутная слабость, дорогой мой. Вы просто устали, вам надо отдохнуть. Боже мой. Боже мой. Как вы умеете почувствовать мое состояние? Прийти на помощь в самую сложную минуту моей жизни. Боже мой. Это потому, что мы только по расстоянию далеко друг от друга. На самом деле мы давно уже вместе. Стали как один человек. В вашей музыке я сливаюсь с вами воедино. И в этом никто не может соперничать со мною. Весь я владею и люблю. Петр Ильич, а вы любили когда-нибудь? Мне кажется, что нет. Вы слишком любите вашу музыку, чтобы могли полюбить женщину. Да как вам сказать? И да, и нет. Если вы спросите иначе, испытал ли я всю полноту счастья в любви, то я отвечу: нет. Нет. И нет. А если вы захотите знать, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то я скажу да. Да, да. А разве вы не чувствуете этого в моей музыке? Мне иногда кажется, что музыка увеличивает несчастье человека, потому что она больше всего указывает, что есть на свете счастье. Настоящее, прекрасное, высшее. Дразнит этим недостижимым счастьем. Знаете, Петр Ильич, когда я впервые услышала о вашей женитьбе, у меня как будто что-то оторвалось от сердца. Мне было больно, горько. Я радовалась, что вам было с этой женщиной нехорошо. Я ненавидела эту женщину. И я возненавидела бы его в 100 крат больше, если бы вам с ней стало хорошо. Вот видите, не такой уж и идеальный человек, как он, наверное, кажется. Нет, нет. Вы самый изумительный, самый прекрасный, самый близкий мне человек на свете. Мне так хотелось бы какой-нибудь жертвой доказать вам свою преданность. Хоть чем-нибудь бы отплатить вам за все то добро, которое вы творите для меня. Что мне сделать? Будьте счастливы. Мне ничего не надо от вас больше того, чем я пользуюсь теперь. И я по-прежнему не хочу никаких перемен в наших отношениях. Ведь то, что я испытываю, когда думаю о вас, есть мое собственное чувство, которое во мне же и разрешается. Приезжайте. Вас ждет дом, где вас никто не будет беспокоить, как всегда. Вы отдохнете, и снова придет к вам вдохновение.
Мама, правда ты никогда не видела Петра Ильича? И совсем его не знаешь? Что не видела, это правда. Но мне кажется, что я его хорошо знаю. И тебе совсем не хочется увидеться с ним? Не угибайся, так упадешь в воду. Матрена, кто здесь был? Что? Барн приезжал. С кем? Одна. Спасибо.
Я не могу больше ощущать вас как миф. Я хочу видеть вас реального, бесконечно близкого мне человека. Я имею на это право, потому что я люблю вас как никто в мире. Петр Ильич, обед подавать? Обед? Какой обед? Сегодня мы устраиваем в вашу честь праздник. Приезжайте, дорогой бесценный друг мой. Я жду вас. Смешно, нелепо. Что? Нельзя так терять голову. О, Господи. Молчал. Уж ты свою голову никогда не потеряешь. Перестань, Юля. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Надежде Филаретовне. Но я не могу видеть, как она мучает себя из-за этого. А что ты вообще можешь? Ты уж который год собираешься поговорить с матерью о наших отношениях. Ты только и можешь что тихо ненавидеть Чайковского за то, что он не принимает твои сочинения всерьез. Юля, это низко. Молчи. И удачи. Надо так сорваться. На ночь глядя. Да, зачем? Ездим, это
мотаемся всю жизнь туда-сюда. Цыгане. Просто как цыгане. У цыган хоть лошади свои. А вот теперь, Господи, прости, благородную женщину обижаем. А за что? За то, что она к нам всей душой? Живи, мол, преспокойно, не думай ни о чем, не тревожься, сочиняй свою музыку. А я буду твою музыку слушать. И не надо мне от тебя ничего. Дай только забот о тебе и мне. Но мы гордые. Нам ничего не надо. Ничего. Никакой ни любви, ни колонь двора, ни пристанища. Леша. Леша. Пойми, то, что нас ждет от меня, я не могу ей дать. Господи, жду не дождусь, когда же мы наконец выберемся отсюда. Пришли подводу. Пришли, но мужички первым делом попросили денег. У меня... Конечно. Набьются. Начнут грузить, все мебель переломают, обождут. А маман все гуляет. Прощается? Письмо от господина Чайковского. Возьми. Это тебе? Многоуважаемый Владислав Альбертович, получил ваше письмо, где вы сообщаете, что Надежда Филаретовна больна, слаба, нервно расстроена и сама писать мне не может. Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы она из-за меня страдала. Но разве не было бы вполне удобоисполнительно, если бы могли быть посредником вы и Лилия Карловна? Я пытался через вас установить письменные отношения с Надеждой Филаретовной, но каждое ваше письмо вызвало лишь учтивым отказом. Очевидно, Надежда Филаретовна совершенно охладела ко мне. Она всегда представлялась мне идеалом человека. Я не могу себе представить изменчивости в такой полубогине. Мне казалось, что скорее земной шар сможет рассыпаться в мелкие кусочки, чем Надежда Филаретовна сделается в отношении меня другой. Я знаю, что Надежда Филаретовна почти разорена. И я рад, что именно теперь, когда я перестал получать от нее помощь, я могу во всей силе высказать мою бесконечную, горячую, совершенно не поддающуюся словесному выражению благодарность. Я буду помнить ее до последнего издыхания и благословлять ее. Если она пожелает узнать, что я делаю, скажите, что я благополучно вернулся из поездки по Европе. Я работаю над оперой «Пиковая дама» Пушкина. Владислав Альбертович, голубчик, хочется этого вас. Надежда Филаретовна, милая, неужели вы еще на что-то надеетесь? Неужели вы не понимаете, что после того, как этот человек перестал нуждаться в вашей помощи, он потерял к вам всякий интерес? Я помню, когда я поступал к вам на службу, вы сказали мне, я это очень хорошо запомнил, что среди множества служителей муз существуют лишь единицы, достойные любви и восхищения. Вот вы создали себе кумира и посвятили ему всю свою жизнь. А стоило этому господину
немного познать славы, он забыл вас. Слава. Слава всего лишь мода. В свое время кукольником и Загоскиным восхищались куда больше, чем Гоголем. А кто их читает теперь? История всех расставляет на свои места. Но для меня загадка, как вы со своим умом и знанием людей после 13 лет переписки не смогли понять, что имеете дело с самовлюбленным эгоистом. Значит, можно прожить 13 лет баковок и ничего не уразуметь. Я говорю о вас, Владислав Альбертович. Ничего вы не поняли ни в натуре Петра Ильича, ни в его музыке, ни в характере наших отношений. Поэтому и вы останетесь в истории Пахульским, а он Чайковским. Пугайтесь. Ради бога, не пугайтесь. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Вы можете составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду. Можете вы угадать 3 карты сряду? Это была шутка. Клянусь вам, это была шутка. Этим нечего шутить. Можете ли вы назначить эти 3 верные карты? Для кого беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты без того. Они же не знают и цену деньгам. Я не мод. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну, не откажите в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Старая ведьма. Так я заставлю тебя говорить.
враги. Вот, отворяют дверь. Нет, нет, я не выдержу. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, туз. Как и нас велики собирались они часто, как и нас велики собирались они часто. Ну ли Бог их просит от 50 ласков, ну ли Бог их просит от 50 ласков. И выигрывали, и отписывали делом, и выигрывали, и отписывали делом. Как и нас велики занимались они делом, как и нас велики занимались они делом. Ну и Бог их прости от 50 ласков, ну и Бог их прости от 50 ласков. И выигрывали, и отписывали делом, как и нас велики занимались они делом, 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 делом. Ну и Бог их прости от 50 ласков. Что наша жизнь — игра, добро и зло одни мечты, труд, честность, сказки для бабья, кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу. Что верно, смерть одна.
суеты, нам всем прибежище она, кто ж ей милей нас, друзья. Сегодня ты, а завтра я, набросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, глядя на свою судьбу. Старуха, ты? Ты здесь? А чего ты смеешься? Ты меня совсем с ума свела, проклятая. Чего тебе от меня надобно? М? Жизнь моя? Возьми.
Владислав Альбертович. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я рад вас. Владислав Альбертович. Что случилось? Почему Надежда Филаретовна не отвечает мне на письма? Надежда Филаретовна больна неисцелимой душевной болезнью. Боже мой. Как же так вдруг? Почему? И вы еще спрашиваете? Вам и в голову не приходит упрекнуть себя в чем-нибудь? Владислав Альбертович, послушайте. Почему вы всю жизнь считаете, что имеете право злоупотреблять любовью и доверием людей? Вы думаете, ваша музыка вас оправдывает? Да есть Бог, есть справедливость. Помните о расплате. Ты что? М? Нет. Никогда еще Леша не чувствовал себя таким здоровым и счастливым, как теперь. А за симфония просто спокойно. Вот только последняя часть. Я, может быть, ее еще и перепишу. Может быть. Не знаю. Может быть. Не знаю. Ты ступай, Леша, мне надо побыть одному.